Саляму алейкум рахматуллахи вабракатух. Итак, мы с вами продолжаем учиться читать на арабском. И сегодня, собственно говоря, будет у нас заключительный урок. Давайте сразу перейдем к нему. Я надеюсь, что вы закрепляете наши уроки. Это очень важно. Читайте, закрепляйте, практикуйтесь. Итак, сегодня мы будем говорить о хамзе, а именно о написании хамзы. Первое написание, которое вы уже неоднократно видели, это хамза с алифом. Хамза может писаться наверху, внизу с огласовками фатха, кясра, дамма, а, и, у. Отлично. Переходим сразу на практику. Читаете вы, и за вами читаю я. Амара, амара. Ахада, ахада. Қараа, қараа. Удуну, удуну. Идхаб, идхаб. Отлично. Следующее написание, которое вы видите, очень похоже на написание буковки яй, только отсутствуют точки. Если вы посмотрите, то начальное, серединное и конечное написание, они абсолютно похожи на буковку яй, только здесь отсутствуют точки, а вместо точек стоит хамза. На самом деле абсолютно неважно, с каким дополнительным написанием стоит буковка хамза, вы видите буковку хамзу и смотрите на огласовку, с которой она стоит. Все. Написание никак не влияет. Давайте посмотрим на примере, так вам будет понятней. Давайте рассмотрим. Вы видите здесь буковку хамза, пишется с написанием буковки яй, самая начальная, и стоит кясра. Как мы читаем? Да точно так же, как мы обычно и читаем, да, хамзу с буковкой, вернее с огласовкой и. Раису. Здесь мы удлиняем, потому что после хамзы стоит буковка яй, да, которую мы должны удлинять. Мы еще также ее назвали как длинная гласная. Раису. Еще раз. Раису. Отлично. Переходим к практике. Читаем. Кариу. Кариу. Куриа. Куриа. Биру. Биру. Отлично. Дальше мы видим написание. Написание просто буковки, вернее, хамзы. Кстати, некоторые ученые считают ее за букву, что это буква. Дальше мы видим вау стоит с хамзой. Опять, неважно, с каким написанием стоит буковка хамза, на нее это никак не влияет на чтение. Мы смотрим, что стоит буковка хамза, мы видим буковку хамзу и смотрим на огласовку, с которой она стоит. Итак, читаем. Рауфун. Рауфун. Муаллифу. Муаллифу. Лу'лу'ун. Лу'лу'ун. Отлично. И на этом у нас все. Я поздравляю тех, кто хотел научиться читать на арабском, потому что на этом наши уроки закончились. Главная задача – это практика, практика, еще раз практика. А мы же продолжаем и открываем новую дверь в таджвид. Итак, мы будем рассматривать базовые правила чтения Корана. Открываем новую дверь таджвид.
Итак, давайте с вами немножко поговорим о некоторых правилах, о некоторых адабах, которые необходимо желательно соблюдать. Итак, ну, во-первых, таджвид нам необходим для чтения Корана, да, поэтому нам необходима подготовка, арабском она называется как тагарату аль-истиадад, то есть что это? Это и есть, собственно говоря, подготовка. Мы видим здесь 4 важных пункта. То есть первый пункт, я думаю, легкий и простой. Опять же говорю, это желательные правила. Желательные правила. Это совершение омовения, уду на арабском. Второе – это место, в котором мы намереваемся читать, в данном случае, например, Коран. Так как примеры, да и в принципе мы будем брать аяты, да, отдельные части, мы будем брать из Корана. Третье, у нас должна быть чистая одежда. Под чистотой одежды подразумевается, одежда должна быть чистая от нашего, вернее, вообще от наджаса. Конечно, одежда должна быть соответствующей, да, она должна быть опрятной. Четвертое, и это один из самых важных пунктов, это искреннее намерение, это аль-ихлас, чтение Корана ради Аллаха, стремясь к его довольству, пониманию его слова и получению награды. Отлично. Итак, еще раз давайте посмотрим. Первое – это чистота тела, и мы берем омовение, чистое место, соответствующая одежда, чистая, опрятная, и наше намерение, да? Делаем правильное намерение. Начало чтения. Мы говорим слова истиады, яни а'узу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Это начало. Также стоит напомнить, что во время чтения, да, мы стараемся читать Коран с соблюдением правил таджвида. Второе. Темп чтения, да, не так, что мы читаем быстро, потом медленно, потом опять быстро, потом медленно. Мы должны стараться держать один темп. Третье – это красивым, мелодичным голосом, да. Однако есть такой момент, да, что это не должно быть чрезмерным или показным, да. Важный, очень-очень важный пункт – это размышление. То, что мы читаем. Мы должны стараться размышлять над смыслом прочитанных аятов, задумываться над их значением и посланием. Помним, да, что, опять же, таджвид, он очень важен, однако не настолько, чтобы читать и как бы просто, скажем так, читать его, мы должны задумываться над тем, что мы читаем. То есть это Коран является посланием для нас, и мы должны понять, что это за послание. Мы должны его читать, задумываться, потому что над многими аятами, некоторыми аятами мы должны размышлять. Конечно, для этого нам также необходим тафсир, учитель, который поможет нам раскрыть данные аяты. Это очень важно. И давайте рассмотрим последний пункт. Это сосредоточенность. Читать со смиренным сердцем, осознанным сердцем, которое осознает важность, стараться сосредоточиться и избегать отвлекающих мыслей.
Ну и, в принципе, это все. Это часть тех правил, которые желательно соблюдать, важных правил, да. А мы с вами переходим к правилам. Сегодня мы с вами разберем правила. Так, еще один такой момент, который я не упомянула, который стоит упомянуть, это соблюдение этикета при чтении определенных аятов, например, аят саджда, аят мольбы. Также при чтении аята мольбы можно обращаться к Всевышнему Аллаху с этой же мольбой. Аяты восхваления, при чтении аятов восхваления, можно также произносить слова восхваления, например, «Субханаллах». Аяты предостережения. При чтении аятов, содержащих предостережения или описание наказания, можно просить защиты у Аллаха. Избегание прерывания без необходимости. Старайтесь не прерывать чтение без уважительной причины. И все. Наше первое правило, которое мы с вами будем рассматривать, это правило называется «Идар». Итак, мы с вами перешли на правила. Итак, сосредоточьтесь. Сегодня мы рассмотрим данное правило, перейдем на практику. Правило достаточно легкое и простое. Итак, правило называется «Изгар». Что такое «изгар»? «Изгар» – это означает что-то ясное, отчетливое. Значит, это правило «Изгар», правило «нун секин». Правила изгар связаны с нун сукуном, да? А где у нас бывает нун сукуном? Ну, во-первых, это, соответственно, сам нун сукуном. Вы видите здесь нун и на нем сукун. Далее это может быть танвин ан, танвин ин и танвин ун. Внутри танвина также есть нун с сукуном. Поэтому, когда вы в Коране встречаете нун с сукуном или же танвин, значит, здесь определенно есть какое-то правило. И одно из таких правил, которое мы разберем сейчас, это правило изгар. Изгар. Значит, танвин может быть как в одном слове, также и в двух словах. Значит, изгар – это правило применяется, когда после нун секин или же танвина приходит одна из 6 букв. Обратите внимание, горловых согласных букв. Хуруфуль хальк. Горловые буквы. Итак, это буква хамза, ха, айн, ха, гайн, ха. Постарайтесь сразу запомнить. Давайте посмотрим об особенностях данных букв. Ну, какие особенности? Я бы сказала, это такие самые, наверное, большие буквы, да? Ха, га, ха, айн. Это такие 4 большие буквы. Дальше это буква га. Значит, получается, все буквы ха сюда входят. Ха, ха, га. И также у нас идет хамза. Хамза. Что происходит? Нун, правило достаточно легкое. Нун читается четко и ясно. Яни, допустим, мин, ахадин. Мин, ахадин. Мы видим здесь в одной части слова нун с сукуном, мин, а дальше идет хамза. Мин, ахадин. Мин, ахад. Если просукунировать концовку. Мин, ахад. Мин, ахад. Еще раз. Мин, ахад. Отлично. Давайте перейдем к следующему примеру. Теперь уже читаете вы, и дальше читаю я. Анху, анху, анху. Дальше.
ан'амта, ан'амта. Еще раз. Ан'амта. Мин хакимин. Мин хакимин. Дальше. Мин гиллин. Мин гиллин. Мин хайрин. Мин хайрин. Алимун хакимун. Алимун хакимун. Қаумин хадин. Қаумин хадин. Джуруфун харин. Джуруфун харин. Нарун хамиятун. Нарун хамиятун. Гафурун гафурун. Гафурун гафурун. Отлично. Ну что ж, на этом наш урок закончился. Я надеюсь, что вам было понятно. Также напоминаю, да, что практика чтений очень и очень важна для закрепления. Поэтому ежедневно, пусть это будет 5 минут, 5 минут перед сном. Берете книжку, например, Муалим Сани, открываете страницу и читаете. Засеките 5 минут. Пусть будет это даже минута, но ежедневное чтение, оно улучшит и закрепит ваше чтение арабского языка. Всем хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.